Всем здрасте. Решила тут немножко поделиться мыслями по поводу определенной серии книг. Это Алан Брэдли и серия про девочку 11 лет, которая увлекается химией, и вокруг нее и ее семьи происходят разные детективные истории. В этой серии я вроде бы насчитала там то ли 15 книг, то ли около того. Я купила всего лишь 3, вот, и вот уже вот эту прочитала. Это «Сладость на корочке пирога». Я по мере прочтения делала пометочки карандашиком. Да, вон на страничках видны. То есть свои мысли записывала или вопросы к книге или к автору. Вот, что могу сказать? В первой книге, по крайней мере, очень интересная сама детективная сюжетная линия, но очень много вопросов именно к самой семье, которая здесь описывается, и к определенным эмоциям девочки, которой 11 лет. То есть не совсем мне они понятны, определенные вопросики они у меня вызывают. Но и я бы не сказала, что это прям та книжка, которую я всем бы посоветовала, но так вечером почитать, быстренько расслабиться, мне кажется, это более чем. Потом расскажу про вот эту книжку. Я ее тоже уже начала читать уже на серединке. Но вот тут у меня прям будут большие вопросы. Возможно, я вам даже немножко кусочки зачитаю, потому что там прям спорные вопросики у меня есть. Вот. Ну, вот это мне понравилось именно из-за сюжетной линии. Да, совсем забыла дополнить. По поводу отношений между с родственниками, реально такое ощущение, что они всего лишь соседи, а не являются кем-то реально близким друг для друга. И еще вот в книжке очень много разных описательных моментов, именно исторических, которые вот мне тоже иногда непонятны. То есть они отчасти были не к месту, то есть занимает много страниц, а к сюжету или как к чему-то решающему вообще никуда не идут. И, конечно, забыла добавить, что это лично мое субъективное мнение о данном произведении. Так что самый лучший мой совет – берите, читайте и складывайте свое личное мнение. Возможно, вы что-то мне скажете, возможно, вы со мной не согласитесь. Вот. А так, всем счастья и пухлых кроликов.